Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о 8 октября, поговорим и поделимся о самой актуальной информации. Поговорим, что из себя представляет 8 октября, на какие моменты в вашей жизни нужно обратить внимание. Поговорим о Сергее Радонежском, поговорим о том, что нужно сегодня обязательно сделать, что вы можете попросить у Сергея Радонежского. Также проведем сегодня достаточно простую, но эффективную практику с солью на привлечение достатка, благополучия и изобилия. Ну и, конечно, лунный календарь, как всегда. Обращаю ваше внимание, что новолуние подходит к концу и начинается у нас с вами растущая луна. А значит, у нас у людей появляется больше энергии. А значит, мы с вами можем творить, созидать. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы знать о важных подсказках и советах на этот день, 8 октября. Итак, друзья, народный календарь на 8 октября. Итак, сегодня, 8 октября, день Сергея Радонежского, Сергей Капустник или еще называют его Курятник. А вот согласно церковному календарю, в этот день верующие вспоминают преподобного Сергия Радонежского. Этот святой очень любим, он помогает найти защиту, бережет детей, вдов. И только нужно, конечно же, помнить о запретах этого дня. А вот в народе, по традиции уже народного календаря, 8 октября отмечают День Сергея Капустника или по-другому называют Курятник, поскольку сегодня крестьяне в далеком прошлом обычно забивали кур, а хозяйки квасили на зиму капусточку. Сергей Радонежский в народе считался защитником кур, поэтому сегодня преподобному обязательно молились, чтобы птица не болела и росла крупной. 8 октября обычно массово резали кур на продажу и для домашнего пользования. Куры хорошо продавались на рынке, так как мясо этой птицы было не только вкусным, но и полезным. Из него готовили бульоны, и бульоны они считались во все времена целебными, потому что они избавляли от простудных и других болезней. К тому же куриный бульон, он такой питательный, что придавал сил, тем самым помогая справиться даже с самой тяжелой работой в поле. У наших предков в день Сергея Капустника было принято заниматься засолкой и квашением капусты. Делали это всем семейством. Детки чистили морковку, пожилые люди ее резали. Все остальные отделяли листья от кочана, нарезали их и пересыпали солью. После все это толкли в деревянной ступе, мешали и перекладывали в бочки, предварительно для этого подготовленные. Первоначально их мыли, затем 3 раза натирали внутри чесноком и окуривали засушенным чабрецом. Кстати, расскажите, поделитесь в комментариях под этим видео, а как вы засаливаете капусточку. Интересно услышать ваш рецепт, друзья, в комментариях под этим видео. Ну, а чтобы им капусточка имела необычный аромат, бочки запаривали. Их обмывали и клали туда можжевеловые ветки, ошпаренные кипятком. После кладку заворачивали ватным одеялом, оставляя место для того, чтобы была возможность кинуть в нее раскаленные камни так, чтобы вода в ней шипела и впитывался запах можжевельника. Таким образом, бочки, кстати, и дезинфицировали, чтобы соленья не прокисали и не плесневели. Традиционно 8 октября на Сергея Капустника выпекали лепешки на листе капусты, на которые перед тем, как их ставить в печь, читали определенные слова на благополучие именно в зимнее время года. А вот сегодня первый вынутый пирожок закапывали, пока он не остыл на капустной грядке. По народной примете тогда на следующий год будет достаточно хороший урожай.
А вот по старинным народным поверьям 8 октября, в день Сергея Капустника и праздник преподобного Сергея Радонежского, нельзя есть картошку. Народные приметы говорят нам о том, что тот, кто позволит себе в этот день любые картофельные блюда, вскоре окажется в очень сложной финансовой ситуации, выйти из которой будет очень сложно. По старинной традиции 8 октября принято готовить сдобные лепешки на капустном листе, а также пироги, вареники и другие блюда из этого овоща. Также на Сергея Капустника нужно заняться всей семьей засолкой капусты на зиму. Детвора может почистить морковочку, яблоки, ну а взрослые их порезать. Остальные члены семейства должны были измельчить белокочанную капусту, засолить и добавить морковку, бруснику, яблоки и клюкву. Считается, что только совместная засолка капусты поможет, чтобы зима прошла благополучно и без больших проблем со здоровьем. 8 октября нельзя было грустить, надо весь день шутить, петь песни и даже рекомендуется потанцевать, особенно если в доме есть девушка на выданье. У наших предков существовала одна традиция. В такой дом нужно было обязательно звать подруг, которые приходили в самых лучших своих нарядах, так как знали, что к ним могут заглянуть парни. 8 октября по народным приметам нельзя было ни в коем случае не поднимать деньги и вещи, найденные на дорогу, поскольку есть вероятность привлечь к себе неприятности. В праздник Сергея Радонежского не стоит и переедать, особенно мясных блюд. Считается в народе, что если 8 октября желудок плотно набить, то кошелек, наоборот, станет пустым и худым. И как мы уже сказали, друзья, в начале видео, сегодня праздник Сергея Радонежского. И к великому заступнику люди обращаются, как правило, при любой беде. Считается, что он может помочь в самых тяжелых случаях, когда все остальное бессильно. Поэтому ему молятся, Сергею Радонежскому, молятся об исцелении как тела, так и души. Считается, что молитвы этому святому помогают человеку избавиться от гордыни и излишнего самомнения. Также к святому обращаются и с просьбами о развитии ума и успехах в учебе. Очень часто об этом просят родители своих детей. А если вы бабушка, то обязательно попросите у Сергея Радонежского за своих внуков. К нему же идут всегда и во время войны с молитвами о том, чтобы те, кто находится на поле битвы, вернулись живыми и невредимыми. К Радонежскому обращаются люди, которые запутались и не знают, как поступить в той или иной ситуации. Считается, что молитва образу Сергея Радонежского поможет получить ценный совет, который сделает легче дальнейший выбор. Молитва перед иконой Сергея Радонежского может помочь и отстоять ваши права в суде, но только при условии, что человек действительно выступает за правое дело. Обращается к иконе преподобного и при сложностях в рабочих вопросах. Также и вы можете сегодня обратиться к Сергею Радонежскому с теми просьбами, проблемами, которые у вас есть. Обязательно скажите слова молитвы, а далее озвучьте свою просьбу. Друзья, слова молитвы будут в комментариях под этим видео, потому что несколько молитв, они достаточно большие, и каждый по-своему будет читать эти молитвы в то время, когда ему важно и нужно. Ну, а, друзья, сегодня у нас 8 октября, пятница, и наши предки обновляли обязательно соль в солонке. Досыпали соли в солонку и доверху это делали именно в пятницу, считая, что это поддержит и пополнит материальный достаток семьи. Потому что соль, она всегда у всех народов ассоциировалась с материальным благополучием и достатком.
И ритуал добавления соли в солонку в конце недели символизирует сохранение и приумножение того, что уже есть. Поэтому эта практика, она работает. И мы с вами в пятницу можем провести эту практику. И вы эту практику можете провести в пятницу в любое время, когда вам будет удобно, комфортно, и вы будете в прекрасном расположении духа. Когда вы будете менять и добавлять соль в солонку, обязательно скажите про себя следующие слова. Соль нам или мне на здоровье и материальный достаток. Вот обязательно вот эту практику обязательно в пятницу проделайте, и желательно эту практику делать каждую пятницу. Далее, друзья, у нас с вами уже и лунный календарь на 8 октября 2021 года. Сегодня у нас, друзья, вторые и третьи лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Скорпион. Этот день лучше всего посвятить процессу пополнения своих жизненных ресурсов. В этот день будет хорошо, если встанете пораньше. Если у вас есть возможность, обязательно выйдите на природу, пойдите в парк, в лес, к речке. И, конечно же, по возможности, если есть такая возможность, отдайте предпочтение физическим нагрузкам и общению с природой. Этот день очень благоприятен для завязывания новых знакомств, общения и бесед, которые в дальнейшем могут принести вам кардинальные изменения в вашей жизни. Сегодняшние лунные сутки благоприятствуют и проявлению эмоций и открытых чувств, а также отстаиванию своих убеждений и принципов. Но сегодня опасна и даже противопоказана пассивность и мнительность, подозрительность и искажение действительности. Долгосрочных планов и обязательств, связанных с денежными делами, сегодня лучше вообще избегать. Сегодня очень важно не покупать ничего в кредит. Не берите сегодня в долг деньги и сами никому не одалживайте. День лучше всего провести в активном отдыхе. А свою астральную энергию нужно сконцентрировать и стараться использовать для реализации тех возможностей или тех планов, которые у вас есть. И, друзья, с этого дня, с 8 октября, на небе появляется лунный серп. Поэтому задача этого дня в обязательном порядке – это освобождение от своих негативных эмоций, от неуважения в первую очередь к себе, к другим людям, но и в то же время мы с вами должны убрать гордыню и ревность. Пассивность в этот день противопоказана и даже опасна. Почему? Дело в том, что все пассивные люди сегодня будут очень уязвимы, могут даже потерпеть поражение и даже получить травмы, при этом как душевные, так и физические. И внутренняя энергия организма в этот день уже становится сильна, так как нам хватает силы и на начало новых дел. Поэтому желательно в этот день, по возможности, сходите в сауну, займитесь какими-то физическими нагрузками, иначе ваша энергия будет неизрасходованной и пойдет это вам во вред. Также могут пострадать внутренние болезни и начаться болезни. В этот день очень хорошо работать с металлами, поэтому если вы точите ножи, обязательно это сделайте. А вот в этот лунный день очень плохо, если вы разольете масло. Вне зависимости, это будет подсолнечное масло, оливковое масло или какое-либо другое. Это означает, что вы подскользнулись или сошли со своего пути. Также обращаем ваше внимание, что энергетика этого дня помогает нам осознать накопившееся в теле напряжение, которые возникли у нас из-за обид, из-за гнева, из-за какой-то раздражительности и других негативных эмоций. И этот день очень хорошо
очищать свое эмоциональное тело. Поэтому обязательно в пятницу вечером проведите такую очистку. Также сегодня достаточно хорошо проводить практики на расслабление. Друзья, вот такой у нас с вами светлый, приятный и, знаете, вот воздушный день. Очень приятно, что Луна уже начинает потихоньку появляться на небе, а значит, мы уже можем с вами проводить определенные практики на привлечение изобилия, достатка и благополучия. Ну, а мы всем желаем хорошо, чтобы у вас закончилась пятница, да и сама она побыстрее бы прошла. И пусть в вашей жизни эти выходные будут самыми интересными и заманчивыми.